Каждому взрослому известно неприятное состояние после излишне выпитого накануне. Этот выпуск поделится с нами рецептами борьбы с похмельем. Здравствуйте, мои хорошие! Многие на себе испытали неприятные признаки похмелья, возникающие утром после бурной встречи Нового года. Головная боль, озноб, сухость во рту, тошнота, рвота, отсутствие аппетита и общее чувство слабости. Почему же возникает это неприятное состояние? Тезисно можно сказать, что токсичность этилового спирта, содержащегося в алкогольных напитках, является основной причиной возникновения похмелья. Помимо этого, похмельный синдром напрямую связан с избыточной потерей организмом магния. Основной и первый удар после поступления в организм алкоголя принимает на себя пищеварительная система. Именно поэтому похмелью характерны отеки, нарушение работы печени, почек, кишечника, а также тошнота и общая слабость. Вокруг похмельного вопроса всегда шли и будут идти споры, и у каждой из сторон существует своя точка зрения на то, как избежать или бороться с уже наступившим похмельем. Давайте попытаемся разобраться, как же избежать похмелья. Стоит закусывать каждую выпитую рюмку, однако, вопреки расхожему мнению, надо постараться избежать чрезмерного употребления жирной пищи, так как она вызывает гораздо более тяжелое похмелье. Из-за большого количества жирной пищи алкоголь копится в желудочно-кишечном тракте, и процесс всасывания его в кровь происходит медленнее. Однако может наступить момент, когда человек выпьет больше, чем в состоянии усвоить, что, естественно, приведет к тому, что на утро он проснется в тарелке с салатом или под столом. Также жирная еда увеличивает нагрузку на печень, которая и так уже занята тяжелым процессом расщепления алкоголя. Золотые правила застолья. Если не хотите быстро опьянеть, не запивайте спиртное газированной водой. Газы способствуют быстрому всасыванию алкоголя в желудке. Не смешивайте разные виды алкогольных напитков. Особенно это касается сочетаний вина и крепких напитков, сухого вина и портвейна, крепких напитков и пива, белого и красного вина. Не задерживайте алкогольные напитки во рту. Из ротовой полости алкоголь очень быстро всасывается и попадает в кровь через многочисленные кровеносные сосуды. Спиртное лучше пить одним глотком. Помните, что сладкое только усиливает всасывание алкоголя, поэтому во время приема спиртных напитков не стоит злоупотреблять десертами. Замечательным средством от опьянения является активированный уголь. Непосредственно перед застольем можно выпить 4-5 таблеток активированного угля для профилактического действия. Эффективный и любимый многими способ, как подготовить организм к застолью и не дать алкоголю завладеть вами в короткие сроки, это за 2 часа до торжества выпить 50 грамм спиртного и заранее запустить процесс расщепления алкоголя. Таким образом, можно подготовить организм к дальнейшему поступлению в него спиртного. Если в ходе вечера вы быстро и сильно стали пьянеть, не стоит стесняться. Лучше всего вызвать рвоту, иначе состояние только усугубится. Даже бывалые застольщики иногда могут не рассчитать норму и выпить лишнего. Быстро избавиться от похмелья можно по-разному, как с помощью народных методов, так и с помощью разработок современной медицины. Самое лучшее лекарство от похмелья – это, конечно же, хороший сон. Купание в холодной проруби или посещение парилки в бане пойдут на пользу. Баня вызывает интенсивное потоотделение. Вместе с потом из организма выходит много токсинов. Не рекомендуется только русская паровая баня, оказывающая слишком большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Для тех же, кто не отличается крепким здоровьем, стоит полностью воздержаться от этого совета. Излишне выпитый алкоголь способен вызвать обезвоживание. На утро после крепкой выпивки дефицит жидкости в организме может достигать 1,5 литров. Помогите организму восстановить потерянную жидкость и избавиться от токсических соединений. Начните день именно с утоления жажды. Чтобы избежать рвоты, жидкость употребляйте не залпом, а порциями, примерно 1,5 литра в течение первого часа-полутора. В воду можно добавить немного сахара. Этого обычно хватает, чтобы снизить концентрацию токсичных веществ в организме. Для восстановления водно-солевого баланса можно выпить немного рассола.
При употреблении рассола в организм поступают необходимые соли магния и калия, которые выводятся из организма посредством воздействия алкоголя. Напитки Тан, Айран очень эффективны для облегчения и снятия симптомов похмелья. Если под рукой нет этих продуктов, можно выпить обычный йогурт без наполнителей или кефир, который есть почти в каждом доме. Молочная кислота активирует метаболические процессы в организме, тем самым обеспечивая быстрое выведение токсинов и ядов из него. При похмелье можно выпить квас, при условии, что он натуральный. Натуральный квас содержит высокую концентрацию витамина В1 и молочной кислоты, которые помогают интенсивно перерабатывать продукты распада алкоголя. Фруктовый сок содержит вид сахара под названием фруктоза, который помогает организму быстрее сжигать алкоголь. Большой стакан апельсинового или томатного сока поможет ускорить выведение алкоголя. Алкоголь также разрушает находящиеся в организме витамины. При похмелье особенно важно восполнение запасов витамина С, который связывает и нейтрализует токсины. С этой целью примите 2-3 таблетки аскорбиновой кислоты. Уровень сахара в крови после застолья обычно снижается, поэтому плотный завтрак с содержанием белков и углеводов может восстановить его потерю. Кроме того, в подобной пище содержатся элементы, которые вам необходимо восполнить в организме, в первую очередь соли калия. Конечно, в состоянии похмелья кушать обычно не хочется. В этом случае постарайтесь осилить хотя бы пару бананов. Они успокоят желудок и восстановят утраченные соли калия. Бульон из бульонных кубиков или домашнего приготовления также хорошо поможет восстановить потерянные соли. А вот от чего стоит воздержаться во время похмелья, так это от рюмки водки. Если вы ограничитесь небольшим количеством, то алкоголь может временно избавить от самых тяжелых симптомов. Однако это лишь оттягивание неизбежного. Нельзя же пить вечно. В современной аптечке можно найти целый ряд средств, предназначенных для борьбы с похмельем. Но большая их часть представляет однотипные комбинации из ацетилсалициловой, аскорбиновой и янтарной кислот. Также в их состав может входить кофеин. Алкозельцер – одно из самых известных средств от похмелья. Он в основном борется с симптомами похмелья, а не с причинами. Вега Плюс – биологически активная добавка к пище, способствует процессам регенерации, выведению продуктов распада и токсинов из организма. Зорекс – препарат, который ускоряет процесс окисления алкоголя, защищает печень и эффективно выводит продукты распада спиртного. Однако, если у вас не оказалось под рукой специализированных препаратов, можно ограничиться принятием таблетки аспирина или цитрамона. Цитрамон неплохо снимает похмельные ощущения, особенно головную боль. С этой целью следует принять 2 таблетки, желательно после еды. Также от похмелья и запаха изо рта помогает витамин В6 в ампулах. 2 ампулы растворяются в полстаканах воды и выпиваются залпом. При неприятных ощущениях в желудке, тошноте, рвотных позывах лучше всего принять активированный уголь 6 таблеток. Хоть я и доктор, но именно как доктор хочу отметить, что таблетками при похмелье злоупотреблять не стоит. Сначала постарайтесь облегчить страдания народными способами, и уже только при отрицательном результате подобного лечения обращайтесь за помощью к медикаментам. И не забывайте о противопоказаниях, которые есть у каждого лекарственного средства. В канун Нового года особенно хочется пожелать всем моим дорогим зрителям крепкого здоровья, семейного тепла, любви и, естественно, исполнения в наступающем году всех самых сокровенных желаний, загаданных под праздничный бой курантов. Берегите себя и близких, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!